Есть ли вход в подземный мир? Давайте начнем с того, что у каждого человека хотя бы раз в жизни возникал вопрос: а что находится под нашими ногами? Не просто земля, не корни деревьев и не метро, а что-то большее, что-то загадочное, что-то, что может скрывать целые миры, о которых мы даже не догадываемся. В древних легендах говорится о существовании входа в подземный мир, место, где обитают странные существа, где нет времени, где правят свои законы и свои боги. Мифы и предания со всего мира рассказывают об этом, но до сих пор наука не дает однозначного ответа. Существует ли этот таинственный вход, или это всего лишь плод человеческого воображения? Все началось много тысячелетий назад, когда люди еще только начинали осваивать землю. Их племена жили в пещерах, они боялись глубоких ям и расщелин, из которых доносилось эхо, словно кто-то отвечал им из небытия. С тех пор появилось множество историй, которые передавались из поколения в поколение. Одна из самых известных – легенда о царстве Шамбалы, которая, как считается, скрыта за горами Тибета и недоступна для обычного человека. Говорят, что именно там живут мудрецы, которые знают все тайны Вселенной. Но есть и другие версии. Например, что Шамбала – это не просто город, а целая система подземных храмов, соединенных между собой бесконечными лабиринтами. Многие исследователи пытались найти доказательства существования подземного мира. Некоторые из них пропали, другие возвращались с сумасшедшими историями, которые трудно было проверить. Один из таких случаев произошел в XIX веке, когда группа английских ученых отправилась в экспедицию в район Анд. Они искали вход в так называемую «землю внутри Земли», которую описывал один безумный мореплаватель по имени Джордан Уэст. По его словам, он случайно попал внутрь планеты через огромную трещину, образовавшуюся после сильного землетрясения. Там он видел светящиеся растения, животных, которых нет на поверхности, и странные фигуры, похожие на людей, но с необычайной грацией и скоростью передвижения. Ученые, послушав эти рассказы, решили проверить их на достоверность. Они собрали оборудование, запаслись продуктами и отправились в путь. Через неделю никаких сообщений от них не стало. Последнее сообщение, которое они успели отправить, содержало всего одно предложение: «Мы нашли то, что искали». Это больше, чем мы могли представить. После этого ни одного сигнала больше не было получено. Только это странное сообщение, которое до сих пор хранится в архивах Британского музея. Но не только в Южной Америке ходили слухи о таинственных проходах вглубь планеты. В России тоже были свои истории. Например, в Кузбассе местные жители рассказывали, что слышали странные звуки из заброшенных шахт, похожие на голос человека. Некоторые утверждали, что видели в темноте светящиеся точки, которые двигались хаотично, будто кем-то управляемые. Один из шахтеров, работавших там в конце 20 века, поведал историю, которая потрясла даже опытных геологов. Он сказал, что однажды, спустившись в самую глубокую часть шахты, заметил нечто необычное. На стене была выдолблена дверь, сделанная явно не человеком. Она была идеально ровной, без единой трещины, и покрыта странными символами, которые никто не смог расшифровать. Когда он прикоснулся к ней, она чуть приоткрылась, и изнутри потянуло холодом и запахом чего-то металлического. Но страх взял верх, и он бежал, так ничего и не узнав. Такие истории вызывают интерес, но также и опасения. Почему же официальная наука не берется за расследование подобных случаев? Ответ прост: доказательств нет. Или почти нет. Есть документы, есть показания очевидцев, но все это легко списывается на вымысел, страх или галлюцинации. Однако надо задуматься, если тысячи людей по всему миру рассказывают похожие истории, неужели они все ошибаются? Или возможно, что мы действительно живем на поверхности чего-то гораздо большего? Интерес представляет и знаменитый туннель дьявола в Чехии. Это старое заброшенное сооружение, построенное еще в Средневековье. Его длина составляет около 3 километров, и он идет прямо вниз под землю. Никто точно не знает, кто его построил и зачем. Легенды говорят, что его использовали для проведения ритуалов, связанных с поклонением неким древним силам. Говорят, что те,
кто решался войти внутрь, никогда не возвращались. В середине 20 века туда спускалась группа студентов-археологов. Они хотели исследовать туннель и сделать фотографии. Из оборудования у них был фотоаппарат, фонарики и радиопередатчик. Перед тем, как начать спуск, они связались с базой и сказали, что будут выходить каждые полчаса. Первые 2 часа все было нормально. Потом связь прервалась. Когда группа спасателей спустилась вниз, они нашли только фотоаппарат. Все снимки были испорчены, кроме одного. На нем можно разглядеть странный силуэт, стоящий вдалеке. Кто или что это, остается загадкой. Есть и более современные случаи. Например, в одной из шахт в ЮАР рабочие нашли каменную плиту с высеченными на ней символами. Эти символы не соответствовали ни одному известному алфавиту. Ученые из разных стран пытались их расшифровать, но безуспешно. Интересно, что плита находилась на глубине более 2 километров, и ее возраст оценивается примерно в 70 тысяч лет. Как она могла оказаться там? Кто создал эти знаки? И самое главное, почему они выглядят так, будто являются указанием на какой-то путь? Многие специалисты считают, что подземные системы могут быть результатом деятельности древних цивилизаций, которые обладали технологиями, намного опережающими наши. Возможно, они ушли под землю, чтобы спастись от катаклизма или войны. Может быть, они все еще там, наблюдая за нами, но не вмешиваясь в нашу жизнь. Или, может быть, они давно исчезли, оставив после себя только загадочные следы своего существования. Однако не надо забывать и о физических возможностях нашей планеты. Мы знаем, что Земля имеет слоистую структуру – кора, мантия, внешнее и внутреннее ядро. Температура и давление увеличиваются с глубиной, поэтому сложно представить, что где-то там, в недрах, могут существовать какие-либо формы жизни. Но современная наука уже давно перестала удивляться. Например, в океанских впадинах, где давление воды колоссальное, ученые обнаружили организмы, способные выживать в экстремальных условиях. Может быть, подобное происходит и под землей. Может быть, существуют организмы, адаптированные к высокому давлению и температуре, которые используют другую химию и другую биологию. Есть и такие ученые, которые считают, что подземный мир – это не просто миф, а реальность, доступ к которой ограничен определенными условиями. Например, некоторые теории говорят о существовании параллельных измерений, которые могут быть связаны с нашим миром через естественные порталы, расположенные в самых неожиданных местах. Такие порталы могут открываться в определенное время года, при определенном положении звезд или в моменты сильных геомагнитных бурь. В Японии существует древний храм, построенный еще в 8 веке. В его подвалах находится каменная лестница, ведущая вниз. По преданию, она ведет к святилищу богини подземного мира. Местные жители рассказывают, что иногда ночью можно услышать шаги, доносящиеся из глубины, и видеть слабое свечение на стенах. Когда несколько лет назад группа археологов попыталась исследовать эту лестницу, они обнаружили, что она уходит на невероятную глубину. Ее конца так и не нашли. Кроме того, в некоторых участках стены были покрыты веществом, похожим на металл, но неизвестным науке. Анализы показали, что оно не подвержено коррозии и имеет уникальную кристаллическую структуру. Если подумать, то многие культурные мифы и религиозные тексты содержат упоминания о подземных мирах. В скандинавской мифологии это Нифльхейм – мир тьмы и холода. В индуизме Патала – 7 подземных миров, населенных различными существами. В христианстве – ад, который часто изображается как место под землей. Даже в современных фильмах и книгах встречается тема скрытых миров под нашими ногами. Может быть, это не просто выдумка, а коллективное воспоминание о чем-то реальном. Однако, несмотря на все это, официальная наука остается скептичной. Да, есть интересные артефакты, есть необъяснимые явления, но нет прямых доказательств. И пока таких доказательств нет, мы можем лишь гадать. Но разве не в этом суть исследования? В поиске неизведанного. Стремление узнать больше, несмотря на страх и сомнения. Представьте себе, что вы перед входом в пещеру, из которой никто не вернулся. Воздух становится плотнее, звуки приглушенными,
свет меркнет. Вы чувствуете, как ваше сердце бьется быстрее. Это не страх. Это любопытство. Желание знать. Желание понять. Возможно, именно так чувствовали себя первые исследователи, которые отправились в неизведанные местности, поднялись на самые высокие горы, погрузились в самые глубокие океаны. И теперь, возможно, настало время погрузиться внутрь планеты. Что бы вы сделали, если бы узнали, что вход в подземный мир действительно существует? Пошли бы туда? Или предпочли бы остаться на поверхности, довольствуясь тем, что нам известно? Возможно, ответ зависит от того, насколько вы готовы принять неопределенность. Ведь в этом мире слишком много вопросов, на которые нет ответов. И, может быть, именно это делает его таким интересным. Итак, заключение. Вход в подземный мир – это не просто миф. Это вопрос, который волновал человечество на протяжении всей истории. Это загадка, которую мы еще не разгадали. Это вызов нашему разуму, нашему любопытству, нашей смелости. Возможно, вы станете тем, кто найдет доказательства. Возможно, вы тот самый человек, который сделает первый шаг в неизведанное. Не бойтесь задавать вопросы. Не бойтесь искать ответы. Не бойтесь погрузиться в тайну. Ведь именно так начинается настоящее приключение. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.